Всем привет, ребят! Небольшое обновление по поводу Audi 1.8, переделка под 2 литра. Хочу вам немножко рассказать, что я тут понаделал, потому что есть маленькие интересные моментики, которые для меня важны, и может быть кто-то сталкивался с такой же проблемой. И, может быть, кому-то будет интересно, как я это решил, чтобы вам тоже было удобнее и быстрее решить такую же проблему. Так что сейчас немножко расскажу, покажу, что я тут наделал. Так, начнем. Так как у нас поменялась турбина, это ГА-25 550 турбина, сделал такие подвод масляный. Вот в таких крепежах его прикрепил. Вот так вот идет. Особо не мешает. Может быть, тут еще где-нибудь надо будет сделать. Сейчас с другой стороны покажу. Вот. Где-нибудь, может быть, здесь еще сделаю какой-нибудь крепеж, но там уже по месту. Потому что, мне кажется, здесь идет шланг, здесь идет коса, моторная коса. Провода тут идут. Не хочется, чтобы терло. Поэтому, может быть, где-нибудь здесь такое ушко сделаю, чтобы она тоже придерживалась. И, не терла об резинки там. Так, тут как бы особо все по стоку осталось. Кстати, по поводу антифриза. Получилось, у меня была проблема здесь, что вот здесь вилка была и на печку шло. Решил я эту проблему другим вопросом. Не вопросом, а действием. Это у нас S3, да, мотор. У S3 идет вот здесь трубки. И я решил поискать. В гараже у себя у меня было от многих вариантов вот эти вокруг трубки. Там АГАУ у меня был мотор 1.8. И вот еще с какого-то мотора была трубка, не помню, код двигателя. Вот с АГАУ подошла трубка, и она вот с оригинальными шлангами, все отлично встает. Может быть, здесь надо вот такой же под такой же вниз, да, потому что здесь идет бачок тормозов, усилитель. И можно купить еще один такой комплектик и взять от него вот такую штучку. Это уже по месту, может быть, я вам покажу, как. Так что вот, не надо ничего изобретать. Берем на S3, берем с АГАУ мотора вот эту железку. Она подходит идеально. Я вот ее немножко еще покрасил, потому что она бэушная была. Порошковой покраской. Она везде отлично идет. Здесь у меня просто вставлен банджо, соединение. Так что завальцовано красиво. По поводу охлаждения турбины. Я взял оригинальную трубку. Здесь ее отпилил. И вот все вот эти трубки я изготовил саморучно здесь, в гараже, чтобы было красиво, чтобы это было по-оригинальному, все это было красиво и шло в обход пауку. Слив с турбины тоже я сделал сам. Здесь вот соединил, может быть, чуть-чуть не попали в этот в нужный градус. Стало. Я, может быть, потом
куплю ручной пресс, и тогда уже сам смогу правильно переделать. Но, в принципе, все вот отлично получилось. Здесь ЭГТ сделал, да, чтобы было тоже как по стоку. Эти банджо-концы это оригинальные, просто рассверлил, вставил и тигом приварили. Вот этот слив, не слив, охлаждения тоже. Гнул я, засыпая песок, да, в трубку. И сделал саморучно. Сейчас покажу. Вот такой трубогиб. Может быть, он не совсем точный и все такое, но он мне мою функцию выполнил, да, и потому что я хотел очень резкий угол. Это для меня было важно. И, ну, в принципе, все это получилось. Этот элемент от троса, такая скоба, это тоже ролик с троса. Мне кажется, это как просто как ролик для ремня. Не ремня, а как его? Для веревки. Какие-то груза поднимать. В общем, для десятки работает. Для 18 миллиметров, к сожалению, не хватает силы. Эту надо куда-то везти к ребятам. Ну, вам могу подсказать, как вам скопировать вот эту идею для того, чтобы отвести кому-то, чтобы согнули. Да, потому что это тоже важно, как вы можете сказать ребятам, согните мне вот так. Я сделал вот такой элемент. Сейчас покажу. Это, наверное, был он. Вот такой взял из нержавейки, согнул вот такую проволоку и согнул. Вот. Может быть, это не она? Нет, это она вроде, да. И получилось отлично. Ну, может быть, чуть-чуть другой угол. Я там уже подрезал, как мне надо. Не, я подогнул вот эту, как мне надо, потому что, ну, вот это, мне кажется, слишком было сильно вниз. И я решил ее немножко подогнуть или нет. Может, по месту уже делал. Мне кажется, что все было... Ну, да, вот согнули. Чуть-чуть, может, углы не совпадают вот с этим. Но чуть-чуть. Но это вообще не страшно. Когда в этих флянцах привариваешь, то можно поиграться. Тоже, это, кстати, тоже оригинальный слив. Эти удлинители это от держателей башмаков. Ну, это я для удобства, для длины сделал. Для своего удобства, чтобы было удобнее крутить. Так, ну вот эти скрепил между собой, чтобы вибраций не было. Я думаю, хорошо получилось. Крепеж турбины получился вот такой. Ну, по мне, очень красиво, эстетично и не будет мешать никому. Ну, что еще рассказать, ребят? По поводу домпайпа. Домпайп у меня тоже уже сделан. Вот. Выглядит он вот в таком образе. Вот. Одному не очень удобно.
Вот здесь такой усилитель. Здесь, мне кажется, надо было на Westgate надо было гофрочку, но не мог пока что найти для меня подходящую гофру, чтобы она у меня тут нигде не терла. Жалко, что мне эту красоту придется прятать. Но здесь придется намотать термо этого плетку, чтобы у меня не поплавился кондиционер. Ну, для кондиционера тут вот этот датчик, чтобы не поплавился на данный момент. Потом попозже все это будет сделано с как называется, heat shield, наверное, правильно называется, с ватой и нержавеющей стали, такая пластина идет. Да, на данный момент невозможно мне заказать, чтобы мне сделали. Но на будущее, я думаю, это я сейчас поставлю, все это соберу, немножко обкатаю, настрою, и тогда можно будет отдать на вот это создавание вот этого хит-шилда. Ну вот. Так что вот такие вот дела, ребят. Так, может быть, еще кому-то интересно. Ну вот, обычно вот это такое соединение, вот ключиком обычно нельзя это все прикрутить. Я подумал, что я хочу сделать это нормально, не хочу тут ничего, как сказать, ну, поддевать на косую, там что-то пытаться. Я сейчас возьму, купил вот такую головочку. Я сейчас возьму, выпилю кусочек, и она у меня будет именно для вот этого специально так одеваться, и можно будет затянуть нормально. Потому что, все тут обделывается, это вот гнутся грани, все слизывается. Мне не нравится. Хочется уже, если делать, то делать нормально, поэтому сейчас попробую выпилю, покажу вам, может быть, вам тоже такой лайфхак понадобится. Так, ребят, выпилил я все. Может быть, не так аккуратно. Работать, я думаю, что будет. Вот, одевается. Ой, куда я снимаю? Вот, одевается, и можно прикручивать. Берется головка обычная какая-нибудь длинная, и все, выпиливается, закручивается, и все нормально. Если вам недостаточно как сказать, силы, то можно здесь еще взять, обжать либо хомутом, да, либо сделать какую-нибудь трубочку, которая вначале ложится туда, а потом одевается сюда. Так, поправочка по поводу трубочки. Я что-то не подумал. Из-за того, что трубочка у нас разрезная, поэтому не получится трубочку. Хомут. Единственное, какая возможность. Извините меня, но я что-то не подумал. Так что только хомут, который можно открыть, закрутили, может быть, тут есть какое-то место. Ну, вы уже смотрите сами, нужно вам это, нет. Но, в принципе, головка довольно-таки крепкая, и достаточно и так будет. Так, ну вот, подсобрал. Вот, намотал кое-как. Ну, мне только здесь надо было намотать, потому что там я говорил, что у меня идет кондиционер. Я только здесь хотел. Потому что мне она не нравится. Она впитывает все, что попало. И, кстати, наматывать лучше всего мокрую
водой просто намачивайте и наматывайте. И хомуты я вам советую не эти использовать, а просто зажимные под ключик. Ну или отверточку. Эти не зажимаются, они гуляют и не зажимаются. Так что вот так. Вот так это у меня выглядит все. Ну, так что надо вставлять двигатель и пробовать заводить, прогревать, греть. Вот так вот.